Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой, вяжется быстро и легко. Переходы ярких леденцовых цветов в узоре из листьев возникают за счет чередования разных оттенков от ряда к ряду. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 12 петель. Для примера нам надо набрать 25 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Набрали 25 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Теперь 3 воздушные петли подъема, мы знаем, заменяют нам столбик с накидом. В четвертую петлю, то есть в ту петлю, которую держали, мы провязываем столбик с накидом. И далее нам надо провязать еще 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Теперь нам надо провязать. У нас начинается раппорт. Хочу объяснить. Давайте сразу объясним, сколько же нам надо набирать петель. Вот у нас на схеме обозначен раппорт. Видите? В скобочке. Вот. До раппорта это у нас априори. Эти петли, они у нас остаются. Мы эти 6 петель в данном случае оставляем. Мы их считаем. Они у нас постоянные. Потом, так как у нас раппорт узора 12 петель, мы набираем узор кратное 12. Такое количество раппортов, которые нам необходимо. Их будет 10, например. 10 раппортов по 12 петель, 120 петель. Или, у кого как. Я, к примеру, говорю, 10 раппортов. После раппорта у нас остается еще какое-то количество петель. Мы это сделаем в конце ряда. Понятно, да? Вот до схемы поэтому и дается один раппорт. Вот один раппорт. И здесь обязательно по краям остается для симметрии. Это вот для того, кто не знает. Теперь мы вяжем раппорт. Для раппорта нам нужно провязать 6 столбиков с накидом. 1, 2. Или напишите в комментариях, кто как вычисляет количество раппортов. 3. Интересно же, как люди это делают. 4, 5, 6. Мы связали необходимое количество столбиков. 6. Теперь нам надо из 7 столбика, из 7 петли воздушной цепочки провязать 3 столбика с накидом из одной точки. Мы делаем угол нашей волны. 3. Провязали. И у нас сразу же произошел наклон. Далее мы провязываем 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Вот мы с вами связали раппорт узора.
Давайте сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он и есть раппорт нашего узора. Вот нам такое количество таких раппортов надо набрать столько, сколько нам нужно по обхвату наших бедер. Далее еще 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1. Это у нас остается по всему вязанию, да, я говорила, что в начале вот эти 6 столбиков остаются, и в конце у нас здесь будет необходимое количество раппортов, а после последнего необходимого вам раппорта вы будете вязать 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 3, 4, 5. В конце ряда, смотрите схему, там нарисовано 1, 2, 3, 4, 5. Мне надо еще один провязать. Переговорила. 5 столбиков связали. И теперь вот из последней петли я вижу, что у нас одна петля лишняя осталась. 2 столбика с накидом в каждую петлю. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда у нас идет смена нити. Мы берем нить другого цвета, меняем ее, беленькую предыдущую оставляем, а эту зацепляем. Затягиваем контрастную ниточку, делаем одну воздушную, переворачиваем, и в первый столбик мы провязываем столбик без накида. Провязали 2 воздушные, пропускаем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в 7-ю и вывязываем элемент, состоящий из 3 пышных столбиков с 3 накидами одной вершины. Сложно, но можно. Заходим в 7-й столбик, провязываем, не довязываем столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, делаем 2-й столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, делаем тройной накид на крючок, заходим в ту же точку, на крючке 4 петли провязали 3, потом 2. У нас получился шикарный пышный столбик. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, заходим в эту же точку, провязываем столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, тройной накид на крючок, заходим в ту же точку, провязываем столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, тройной накид на крючок, заходим в ту же точку, провязываем столбик с тройным накидом. У нас на крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. У нас образовался 2-й лепесток нашего элемента, состоящего из 3 таких столбиков. Мы вяжем 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, заходим в эту же точку и провязываем столбик с тройным накидом, оставляем на крючке, тройной накид на крючок, заходим в ту же самую точку, мы все вяжем из одной точки, провязали столбик с тройным накидом и еще один столбик с тройным накидом, на крючке 4 петли, провязали 3 одной петлей, потом 2. Мы с вами связали красивый элемент, но нам его надо привязать к основному полотну. 2 воздушные петли. Теперь мы находим или считаем то место, где у нас были 3 столбика из одной точки. Мы заходим в столбик посередине и привязываемся столбиком без накида. 1. Затягиваем ниточку, чтобы у нас элемент лежал красиво. 2 воздушные петли. Пропускаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в 7-й и вывязываем точно такой же элемент, который мы вязали в начале.
конце ряда, после того, как мы связали 3 шикарных лепестка, набрали 2 воздушные петли, и в конце ряда в третью петлю подъема мы привязываемся столбиком без накида. Мы с вами связали второй ряд. Единственное, что мне не нравится в этом узоре, это то, что надо резать ниточку. Мне очень не нравится резать ниточки, портить пряжу. Сегодня мне нравится, завтра мне не нравится. Узор я имею в виду. Вдруг я захочу распустить, а у меня будут одни узелки. Поехали далее, да? Начало третьего ряда у нас 3 воздушные петли. Мы поменяли ниточку. И из нее провязали 3 воздушные петли, которые нам заменят столбик с накидом. Теперь нам надо обвязать вот эту красоту неземную. Мы заходим в арочку и вывязываем столбик с накидом 1. Эту нить, кстати, можно отвязать, отрезать. Она больше нам, на этот момент она не пригодится. А тащить ее через все вязание, кто хочет, пусть тащит. Оставьте ее, не надо ее обрезать. Теперь мы заходим в макушку лепестка первого и провязываем столбик с накидом 1. В арочку заходим, провязываем 3 столбика с накидом 1, 2, 3. Вязание дело такое, каждый сам себе дизайнер, да? Хотите режьте, хотите не режьте, хотите цвета меняйте. Но вот основы они как бы вот есть. 3 столбика с накидом мы провязали в арочку. Теперь мы заходим в макушку нашего второго лепестка и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Далее мы заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. 2, 3. Теперь мы заходим в столбик в пышный, в третий, в макушку, и из него вывязываем столбик с накидом 1. Мы обвязали наш красивый элемент из пышных столбиков. Далее смотрите, как мы делаем. Мы заходим в арочку, вывязываем столбик с накидом 1, заходим в столбик без накида предыдущего ряда, вывязываем из него столбик с накида, далее в арочку столбик с накидом. И следующий элемент мы обвязываем точно так же, как в начале. Мы заходим в первый столбик, мы вывязываем в макушку пышного столбика предыдущего ряда. Дальше мы заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом из одной арочки. 3 столбика из одного пышного столбика предыдущего ряда мы вывязываем 1, в эту же точку 2 и в эту же точку 3. Далее мы заходим в арочку, вывязываем 3 столбика с накидом. Следующий столбик мы вывязываем в третий лепесток нашего шикарного элемента в предыдущем ряду. Далее мы вяжем столбик с накидом в арочку, и в столбик без накида предыдущего ряда мы вяжем последний наш столбик с накидом вот сюда. Стараемся все ниточки по возможности прятать, чтобы нам потом не занимать время на убирание всех этих ниточек. А тем самым мы с вами связали третий ряд, и у нас пошла такая красивая волна. Теперь мы меняем ниточку. Ниточка, значит, у меня будет такая вот, да? Мы набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, здесь мы эту ниточку затягиваем беленькую. И у нас вот эти вот ниточки в этом узоре будет очень много ниточек.
перелистываем, переворачиваем работу. Это у нас изнанка. Сейчас видно, да, по краю изнанка. Давайте я их соединю вот так вот. Эти ниточки. Изнанка, а вот у нас красивый край, это лицо. Изнанка, лицо. Далее нам надо набрать 3 накида на крючок. Заходим в первый столбик вот сюда и вывязываем столбик с 3 накидами. На крючке 2 петли, провязали все одной петлей. Тем самым мы связали половиночку нашего элемента. 3 воздушные петли, делаем тройной накид на крючок, и из этой же точки мы вывязываем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с тройным накидом с одной вершиной. Мы это уже все прошли на этапе второго ряда. У нас образовался красивый элемент из 4 петель на крючке. Мы провязываем 3 петли вместе, потом 2 петли вместе. У нас получился такой красивый лепесток. 2 воздушные петли. Находим или считаем, кому как угодно, удобно и угодно. Вот я нашла 3 столбика из одной петли. Я захожу во второй столбик и привязываю свой шикарный элемент столбиком без накида. 1. И вот он у нас лег, этот элемент. 2 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас вот они, 3 столбика с накидом. Как я их быстро нашла? Да потому что я их так быстро нашла, потому что столбик без накида в предыдущем ряду. Мы заходим во второй столбик, который у нас был ввязан столбик без накида предыдущего ряда, и провязываем сюда красивый элемент, состоящий из 3 пышных столбиков с 3 накидами с одной вершиной. Делаем тройной накид на крючок. И смотрите, у нас на крючке 4 петли, мы провязали сначала 3, потом 2. Тем самым у нас образовался один лепесток из 3. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, в эту же точку столбик с тройным накидом. 1, 2, 3. На крючке у нас 4 петли, провязали 3, потом 2. У нас готов второй лепесток. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, провязали 3, оставили на крючке, провязали второй столбик и 3 столбик. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. У нас есть шикарный элемент. 2 воздушные петли. Быстренько находим столбики, 3 столбика из одной точки. Заходим во второй и привязываемся столбиком без накида. 2 воздушные петли. 1, 2. В конце ряда или в начале предыдущего ряда у нас было 3 воздушные петли подъема. Вот мы теперь из этой первой петли будем вывязывать половину элемента. Мы сейчас свяжем 1 лепесток из 3 столбиков с тройным накидом. 2, 3. На крючке у нас 4 петли, сначала 3, потом 2. 3 воздушные петли, тройной накид на крючок, и в эту же точку мы провязываем 2 таких столбика, как мы делали в начале. Только у нас в начале было 5 воздушных петель, которые нам заменили этот столбик. На крючке 3 петли, сначала 2, потом 2.
Тем самым мы с вами связали 4-й ряд. Посмотрите, посмотрите. Мы сейчас находимся где? На изнаночной стороне. Это у нас лицевая. Мы это видим по краю. И у нас получается, что вот так вот мы красиво обвязали наши разноцветные лепесточки. Теперь, так как мы с вами решили, что будем обрезать эти нитки белые, да, вот такая вот у нас ерунда получается. Ну, кому как. Может быть, кому-то и в этом красота. Мы берем крючок, заходим в петлю, меняем нить. Поменяли нить и провязали 3 столбика, никаких 3 столбика, 3 воздушные петли подъема. 2, 3. Затянули ниточку, перевернули и начинаем обвязывать наш красивый элемент. То же самое, что мы делали в 3-м ряду. Мы с вами связали 5-й ряд. Вытянули, подтянули. У нас получился вот такой образец. Далее мы будем вязать, меняем ниточку и вяжем точно такой же 2-й ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. А также подписывайтесь на все мои сети, группы, паблики. Ссылки на группы, паблики и странички находятся в описании под видео. А всем пока-пока.